Давненько я не испытывала такого стресса, но обо всем по порядку. День начался со сбора чемоданов. Обычно я в предвкушении поездки начинаю это делать заранее, но в этот раз мне настолько не хотелось ехать, что чемоданы я буквально собирала за 3 часа до выезда. Одна из главных моих ценностей – это свобода. Поэтому в эту поездку мне было особенно некомфортно ехать, поскольку предстоял мне полет в Россию. Более того, летела я совершенно одна, что добавляло еще большего стресса в и так непростую ситуацию. Я не знала, каково мне будет одной в аэропорту, каково мне будет с моей аэрофобией одной в самолете, и тем более я не знала того, что мне ждать на паспортном контроле в Москве. Далее все стандартно. Трансфер до аэропорта по стоимости в одну сторону 60 евро. Регистрация на рейс, досмотр, паспортный контроль. В этот раз у меня был CIP Lounge, в нем я уже была ранее, правда, мне кажется, это было в другом терминале. Еда была неплохая, кофе отвратительный, лаунж на 4 из 5. Там было много места, розетки, выбор горячего скудный, булочки вкусные, жить можно. Из минусов – неприветливый персонал, но это человеческие издержки. Лаунж находился на 2 этаже, и лифт был только для инвалидов. При этом надо держать кнопку, чтобы он ехал, о чем меня не предупредили. Путешествовать одной оказалось не так страшно, как я думала, но, тем не менее, определенную долю стресса я испытывала. Хотя пить кофе в лаунже перед полетом – это приятно. Здесь я сижу в лаунже, собственно, а здесь уже иду на посадку. Наш выход поменяли с номера 11 на мой самый любимый номер 13. И далее я вам, собственно, расскажу, каково это лететь в бизнес-классе Turkish Airlines. Начнем с регистрации и посадки. К сожалению, для бизнес-класса не были предусмотрены отдельные окошки и приоритетная посадка. А так, собственно, выглядит сам небольшой бизнес-класс. Сиденья достаточно обшарпанные, подлокотники тоже. Места, в принципе, для ног предостаточно. Тут уж не придерешься. Бизнес-класс был практически пустой, из 20 мест было занято 3 или 4, и место рядом со мной было пустым, что тоже плюс, поскольку я могла туда положить свои вещи. А это мне принесли приветственный лимонад, кстати, он был безумно вкусным, вкуснее, чем у Air Astana. И здесь есть такой вот маленький столик между сиденьями. Также сиденья раскладываются в несколько положений, а здесь находится столик для еды. Здесь у нас находится пульт и, как позже оказалось, дисплей, чтобы смотреть фильмы. Признаться честно, из-за эмоционально сложной поездки практически весь полет я очень сильно нервничала, однако я использовала техники, которые мне помогают уже много лет бороться с аэрофобией. Кстати, если вам интересно, как я с этим справляюсь, напишите мне в комментариях, возможно, я сниму отдельное видео.
Сразу после взлета нам принесли наушники, а также дали меню, где можно было выбрать горячие блюда и напитки. Затем мне принесли шоколадку, а также горячие полотенца для того, чтобы вытереть руки и освежиться. Далее я решила освоить функционал кресла, посмотреть, как оно раскладывается, но в этот момент мне принесли орешки, а далее закуски. Вы только посмотрите, какая красота! Все было очень вкусно и очень красиво. Все, как я люблю. К закускам предложили булочки, ну а далее принесли уже горячее блюдо. У меня это курица с рисом. Затем я попросила успокаивающий чай, и мне принесли такой вот пакетированный, но справедливости ради очень вкусный чай. А затем пришло время отвлечься от тяжелых мыслей и посмотреть кино. Наушники были неплохие, но, конечно, не Эйр Астана. Я выбрала какой-то грустный, но очень классный фильм, который мне понравился, и погрузилась в просмотр. И спустя несколько часов мы приступили к снижению. В иллюминаторе виднелась прекрасная ночная Москва. Было одновременно и радостно, и грустно наблюдать за этим городом. Кстати, о своих первых впечатлениях спустя полгода о России и Москве я написала у себя в дневнике на Boosty. Ссылку можно найти в описании под видео. Томить не буду, на паспортном контроле все было хорошо, мне не задали ни единого вопроса, и далее с багажом я уже успешно вышла из аэропорта. Ну а зачем я прилетела и насколько? Об этом мы уже поговорим в следующих влогах. Пока-пока!